Всем привет! В этом видео я постараюсь максимально скоро и быстро показать процесс построения вот такой вот рукоятки с насечками. Попробую показать один из наиболее быстрых, на мой взгляд, способов. Итак, поехали. Итак, для начала давайте я на виде сверху создам эскиз. Обязательно английская раскладка должна быть включена и Origin. Так, что мне необходимо? Ну, давайте я задам, например, какой-то вот прямоугольник, два прямоугольника. На самом деле мне они абсолютно не важны по размерам, они мне нужны как мои какие-то опорные элементы, чтобы я мог построить вот такой сплайн. Далее я задам этим тоглом зависимость horizontal escape, ну и посмотрим, что можно добиться вот с этими тоглами. Так, где-то мой delete. Так, удалю вот это все. В принципе, здесь такого количества контрольных точек будет мне, наверное, достаточно. Так, у меня это будет, допустим, задняя часть. Здесь будет у меня ближе к передней части, поэтому оставлю все это так с помощью зеркального отображения. Отображу все в этом направлении. Далее перейду в Surface с помощью инструмента Patch. Все это вот так запатчу. Так, ну не все, конечно. Почему мне нужен патч? Можно, конечно, будет с помощью лофта создавать лофт через эскизы, то есть создать плоскость, 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 на каждой из них создать по эскизу, по профилю данной рукоятки. Но это займет время, я же просто возьму здесь, применю Move and Copy, поставлю галочку Create Copy и смещу это как-то вот сюда вверх, ну и давайте вперед вот так. Буду делать все на глазок. Так, значит, опять-таки с нижней части я сделаю еще одну копию. Так, подниму сюда, разверну и так поставлю. Окей. А с верхней части я сделаю move and copy. Нет, где верхняя? Да, вот она. Так, галочку. Опять-таки вниз, немножко поверну и чуть так вот вперед все это сделаю. Окей. Итак, далее перейду в Solid с помощью инструмента Loft. Просто прокликаю данные эскизы. И получу вот такой вот профиль. Нажму ОК, отключу видимость поверхностей. Итак, получилось создать вот такой вот профиль для рукоятки. В принципе, если поиграться вот с этими же самыми, например, эскизами, то есть можно какой-то профиль создавать здесь, свой изменяющийся, то есть можно задать в середине рукоятки здесь утолщение дополнительное. Ну, все, как говорится, на ваше усмотрение. Пару кликов, основа для ручки готова. Итак, буквально в пару кликов я создал вот такую вот основу для рукоятки. Посмотрю первый вариант. Вот так это выглядит. В принципе, здесь тоже был базовый такой вот сплайн. Здесь он тоже присутствует. В принципе, конечно, поиграв немножко вот с этими мувами здесь в истории, можно менять геометрию. Либо, как я уже говорил, менять здесь конкретно, создавать эскизы, менять уже их и работать с ними. Так, поехали дальше. На виде сбоку создам эскиз, клавиша P, сделаю проекцию всего тела и сделаю сплайн. Сюда вот, окей. И с помощью офсета смещу его как-то в этом направлении, например. Нажму ОК, Escape. Так, и поиграю с тем, что у меня тут сейчас есть. Так, 50 может быть. Так, минус 50. Да, минус 50 будет, наверное, чуть удобнее. Так, размещу это сюда, а это подвину немного сюда. Так, ну в целом, наверное, так, сделаю это немножко вот так. Выпечу назад эту часть, перемещу и вот так. Так, Finish Sketch. Далее выберу инструмент Split Body и разрежу его с помощью вот этих двух эскизов. Нажму ОК. Что можно сделать сейчас? Ну, давайте сразу создам эскиз. Клавишу P, проекцию тела сделаем. И прям вот накидаем. Так, здесь дополнительный какой-то
эскизик. Так, здесь у меня на как идет? Поменьше, побольше назад. Ну и, собственно, такие прямоугольники. Сейчас поиграю немножко с ними здесь. Так, единственное, что сделаю здесь параллельность. Так, здесь проблема. Так, с помощью делита все это уберу и так замкну. Далее, так, параллельность. Пусть будет вот эти линии, вот эти. Так, он сброшу на всякий случай. Так, вот эти две. И вот эти. Escape. Ну, а теперь просто поиграем немножко со всеми этими размерами. Так, еще действительно, наверное, вот здесь вот нужно задать, например, 7. И вот здесь тоже задам 7, чтобы это визуально... Так, только нужно сделать здесь horizontal. Так, уберу данный момент. Horizontal vertical, клавиша D английская, размер 7 миллиметров. Хорошо. Так, здесь поиграем, но в принципе давайте, наверное, тоже попробуем здесь какой-то размер сюда нанести. Пусть будет тоже 7 миллиметров. Ну, чтобы это было как-то однообразно, что ли. Итак, Escape. Здесь немножко поиграю вот с этими оставшимися размерами. Сюда попробую подогнать, чтобы... Ну, на самом деле, по-моему, не очень-то нужно пока подгонять. Почему? Потому что сейчас я буду накидывать сюда филеты. Я просто прокликаю все уголки. Ну, в конце сделаю, например, 5 миллиметров. И нажму Enter. Solid, Extrude. Выбираю так, через долгий клик эти профили. И симметричный вырез. Окей. Так, единственное, что, возможно, имеет смысл... Так, так лучше или так хуже? Так, Edit Sketch. Посмотрим, что можно тут изменить. Ну, так подвину все это. Finish Sketch. Вроде ничего. Так, отключу эскизы. Так, сделаю Isolate. Клавиша F, Fillet. И давайте 0,5 миллиметра скругления мало. Пусть будет хотя бы миллиметр. Окей. Так, Unisolate. Так, единственное, мне тут на самом деле немножко не нравится этот моментик. Все-таки я, наверное, сделаю Edit Face еще раз и перемещу все это сюда. Finish Sketch, посмотрим. Да, вот она перестроилась. Стало чуть как будто прочнее, на мой взгляд. Так, отключу теперь видимость этой части. Так, отключу эскиз. А с помощью филета нанесу скругление в 1 мм. Итак, у меня есть две вот такие накладки. Далее я опять-таки создам эскиз и сделаю, нажму клавишу P, проекция вот этой части правой. И просто здесь, скажем так, с привязочкой задам некоторую окружность клавиши D размер, например, 6 миллиметров. В принципе, давайте сделаем rectangular. Нет, нет, нет. Сделаем... Так, а здесь, получается, массива нету. Но ничего страшного. Мне нужен массив по пути. Он есть только в Solid. Значит, сделаю здесь симметрично, но сделаю New Body. Нажму ОК. Значит, Create, Pattern. И вот здесь уже есть Pattern on Path. То есть массив по определенному пути. Но здесь у меня нет моей кривой, да, для пути. Сделать это очень просто. Значит, так, верну видимость. В принципе, у меня Origin уже есть. Split Body, выбираю это тело, выбираю поверхность. И теперь я могу с помощью массива по пути выбрать. Так, только здесь нужно галочку, наверное, собрать, снять. Так, ну, в принципе... Так, ладно, попробую еще раз. Ну, ладно.
Тогда вот так вот, наверное. Так, distance. Так, оно увеличивается или уменьшается вообще? Давайте сделаю 100 для начала. 100. Так, все-таки в том направлении, да? Ну, ладно, чтобы не запутываться, я просто создам опять-таки на этом виде эскиз. Нажму клавишу P. Так, ну и здесь попробуем. Так. Да, здесь я разбил с помощью делита все это. И вот эту часть тоже выберу. Так, получается, нет у меня. Finish Sketch. Так, паттерн, массив по пути. Вот, так, теперь выбирается чисто вот этот вот элементик. Скажем, немножечко жульничали. Только здесь ставим pass direction, чтобы он шел четко, скажем так, по центру данного пути. Накидаю вот этих вот элементов сюда и нажму ОК. Так, верну видимость нашего тела. Так, закрою эскиз. С помощью комбайна все это соединю. Только здесь сделаю join и сниму галочку Keep Tool. Далее применю комбайн. Здесь поставлю cut и буду прокликивать вот эти все цилиндрики, чтобы они осуществили вырез на поверхность. Нажму ОК. Получился вот такой вот гриб, такая вот рифленая накладка, скажем так, для задней стороны рукоятки какого-то, не знаю, автомата, что ли. В принципе, здесь на самом деле можно получить даже разные такие вот сечения. То есть здесь, как мы видим, они все как будто бы ровненькие, одинаковые. Здесь же вот видно, что здесь поверхность ходит сюда, потом поднимается. Здесь она тоже достаточно скругление неплохое имеет. В принципе, может добиться и вот такого вот, скажем так, результата неравномерного. То есть если... сейчас я покажу, какой здесь у меня был эскиз. Кажется... Так. Ну вот, да. Скорее всего, вот мой эскиз получился, но я немножко перемещал этот объект. То есть, как видно, что кривая, по которой все это шло, я ее отстроил немножко каким-то своим уникальным способом. То есть можно построить ее вот этим способом, как я делал, да, то есть рассекал чисто, что путь совпадал с поверхностью вот этого задника. А можно, например, здесь создать эскиз и пустить тот самый путь, по которому ты хочешь вырезать, все это каким-то уникальным способом. И, соответственно, он будет регулировать ту глубину, скажем так, вырезов. То есть, например, если я пущу данную окружность массивом по этой линии и буду ее вот здесь, например, делать ближе к телу, здесь дальше к телу, соответственно, здесь будут более глубокие, а здесь менее глубокие вырезы. Но вот такой принцип, в принципе. Я думаю, здесь все понятно, ничего сложного. Поехали дальше. Так, здесь я создам эскиз на виде сбоку. И какие-то вот такие вот произвольные штуки. Здесь две окружности нарисуем. Подредактируем. И с помощью, значит, экструда симметрично в обе стороны получу вот такие вырезы. Так, мне не нравится, нажму -1, сделаю поглубже. Так, еще -1. Так, ладно, +1 верну. А здесь, как мы видим, можно прям численные значения вбивать через плюс, через минус и получать какое-то выходное значение. Окей. Так, клавиша F, ну, добавлю сюда скругление, например, по 2 миллиметра. Так, 2, я думаю, мало. 6. 6. Пусть будет 4. Ну, 4, я думаю, будет в самый раз. Итак, поехали дальше. Опять-таки, на виде сбоку я создам сейчас эскиз. Сделаю клавишу P.
Так, сделаю проекцию вот этой части и с помощью офсета выберу данную линию и вот так вот ее сюда смещу буквально на немножечко. Вот так. На 2,5 миллиметра, например, чтобы было чуть более точно. Так, хорошо. Далее я создам просто прямоугольник, который будет ну, как-то, вот, например, вот так вот идти. И еще один прямоугольник вот так. Finish Sketch. Итак, я выбираю Split Body, выберу тело и выберу вот эту линию. Окей. Так, наверное, пока рано, да, и немножко не то я рассекаю, но, в принципе, уже скоро. Так, проэкструдирую симметрично вот эту часть. Окей. Так, верну видимость эскиза. Верну. Так, прокликаю вот этот профиль и проэкструдирую, скажем, его в этом направлении. Симметрично. Только сделаю операцию New Body, новое тело. Далее, что будем делать? Далее я выберу прямоугольный массив, выберу тело, выберу направление, проэкструдирую все вниз, скажем, вот до этого элемента, и накидаю так, количество сюда таких тел, ну, например, до 16 штук. Я думаю, так, здесь вот так, здесь, я думаю, можно чуть повыше все это поднять. Нажму ОК, далее выбираю комбайн, и вот так вот получится ли все это объединить. Вот так, да. Только ставлю здесь Join и нажимаем ОК. Хорошо. Так, что делаем дальше? Дальше выбираю Split Body, выбираю вот это вот гребенчатое тело и спличу как раз вот с помощью этой поверхности. Нажимаю ОК. Так, нахожу это тело. Вот оно здесь. Отключу его. И с зажатым шифтом буду сейчас ловить все свои вот эти лишние тела. Правой клавишей мыши. Remove. Все, они улетели из проекта. История при этом сохранилась. Итак, отключу эскиз. Что мы имеем дальше? Дальше я беру... Так, возможно, даже стоило бы немножко подальше все это поместить. Почему? Потому что тут будет сейчас у меня еще вырез. Поэтому, наверное, в последнем эскизе я сделаю Edit Sketch. Здесь не на 2,5 мм, а, например, на 4. Получится, нет? 4, да, получилось. Finish Sketch. И вот такая вот подрезочка у меня сейчас вышла. Далее с помощью комбайна, значит, я Target Body немножко не так, я выбираю эту гребенку и выбираю вот эту накладку. Далее выбираю Cut и обязательно ставлю Keep Tool. Нажимаю ОК. Так, выключу эти эскизы. Так, уберу этот элемент, этот и вот этот. И по сути мы получили вот такой вот оттиск нашей поверхности, только с вот таким вот рифлением. Итак, что же это может дать? Сейчас я покажу дальше, что мы будем с этим делать, но я покажу некоторые, обычно некоторые, ну, классический язык не поворачивается, но, скажем, тот способ, которым обычно я делал это раньше. То есть я создаю здесь эскиз и, например, какой-то прямоугольник, да, опять-таки тот же самый, накину сюда скруглений, потом выберу какой-то массив прямоугольный, все это вот так возьму, вниз вот так проэкструдирую, добавлю какого-то количества, наверное, вот этого, да, и нажимал ОК, да, то есть получалось, что как бы я, что могу сделать-то? Первое, я могу выбрать инструмент Split Face, выбрать, да, только здесь единственное, что если сложная поверхность разбитая на такие фейсы, нужно будет всех их прокликивать, потом выбирать вот это, потом делать кат, потом получаем вот такой элемент. Потом можно выбрать Press Pull, конечно. Опять выбрать все эти элементы, нажать -1, например. И нажимаем ОК. Как мы видим, все вот сжалось как-то вот
внутрь, то есть вот в каждой поверхности, то есть по нормали оно ушло в себя. То есть на виде сбоку посмотреть, вот эта поверхность, она вот как бы нависает. Вот она как уходит сюда. Сделаю Ctrl-Z, Ctrl-Z. Следующий вариант. То есть, используя Split Face, соответственно, мне нужно выбирать кучу фейсов. А если мне нужно выбрать несколько секущих элементов, то я не могу. Только одно. То есть кучу лишних действий нужно будет совершать. Можно, конечно, сделать Split Body. И, по-моему, здесь уже можно указывать очень большое количество всех вот этих вот элементов. Нажимаем ОК. Вот эти штуки появляются, скажем, нарезки, да, но, соответственно, опять-таки мы применяем либо пресс-пул ко всему этому, смещаем, как было в примере до этого, потом опять все комбайнить, и, в принципе, какие-то такие рутинные действия имеются. Поэтому вот тот способ, который я предлагаю, я на самом деле подсмотрел в интернете, я его посмотрел, скажем так, некоторую практику моделирования в другой программе. Я оставлю ссылку под видео на это самое видео. Это было в Moe 3D. Тоже CAD-программа. Способ мне очень понравился. И я решил, что им необходимо поделиться. Соответственно, когда мы получили вот такой вот элемент, я просто беру данное тело и с помощью Move... Так. Finish Sketch, да. С помощью Move я двигаю его внутрь, например, на минус 2 миллиметра. Так, минус 2. И нажимаю ОК. Далее я делаю комбайн. Раз, два. Ну, на всякий случай оставлю галочку Keep Tool. Нажму ОК, отключу видимость своей гребенки и посмотрим, что получилось. А получилась вот такая вот аккуратная штука, по сути. То есть я отключу видимость всего этого. Опять-таки все это выберу. Так, все выбралось, да. Клавиша F английская. Так, сейчас подгрузится все. Так, поможет ли... Так, тут размер 0,4 встанет или нет? Сейчас все подумает. Так, не хочет или хочет. Ошибка. 0,2. Так, 0,2 он показывает на превью. Почему-то здесь диалогового окошка нету. Но вот это вот поле есть. Нажму Enter. Так, Computing Fillet. Да, это тупит немножко Fusion. Давайте подождем. Итак, получилось нанести сюда скругление. Достаточно быстро, просто все выбрали. И все свободные вот эти вот, получается, ребра получили свой филет. Итак, верну видимость всех остальных элементов. И, в принципе, вот так вот достаточно быстро мы смогли получить вот такую интересную форму рукоятки. Рассмотрели подход, скажем, создания формы данной рукоятки. Рассмотрели подход по созданию данных насечек и по, скажем так, управлению глубиной этих насечек. То есть, задавая свой, собственно, уникальный сплайн, можно делать насечки глубже или, скажем так, с переменным углублением, назовем это так. Ну и вот такой вот интересный способ нанесения вот такой рифленой поверхности на искривленную такую сложную поверхность достаточно. Потому что сплит body бы и там пресс-пулами, либо утолщениями thicken через поверхность, это было бы достаточно долго. Также можно нанести на какую-то искривленную поверхность не только вот такую гребенку, но, например, если сделать массив из окружностей, даже не так, на этой поверхности, если создать просто какую-то окружность, да, выдавить ее через New Body, можно точно так же прекрасно создать массив из окружностей, да, или не обязательно окружности, это могут быть какие-то восьмиугольники или еще какие-то повторяющиеся элементы. Итак, я создал массив вот таких вот цилиндров, нажму ОК, отключу свою гребенку уже и на виде сбоку создам прямоугольник. Дальше все тот же самый сценарий в обе стороны, симметрично, с операцией Join сделаю вот такую штуку.
у меня получилось вот такое тело. Здесь могут быть и рыбки, и звездочки, и вообще, в принципе, любые интересные элементы. Я отключу наш гриб. И что теперь можно сделать? Опять-таки, на виде сбоку я создам, например, вот такой вот сплайн. Перейду, давайте, в Create Form и попробую сделать экструд вот этого элемента. Так, накину здесь разбиение. Так, а неужели здесь только в одну сторону можно? Нет, симметрично. А зачем мне Freeform? Да, просто я хочу немножко изменить для, скажем так, наглядности примера. Вот так вот. Продеформирую немножко все это с помощью Soft Modification. Вот так вот здесь все это подниму. Ну, а эту часть немножко вот так здесь притоплю. Нажму ОК, сделаю Finish Form. И у меня получилась вот такая вот поверхность. Вот, мы видим, что она разбивается. И тут на самом деле немножко недостаточно, мне кажется, идет экструдом. Поэтому где он здесь был мой один цилиндрик? Вернусь в историю, увеличу его, нажму ОК, и получается вот такая вот интересная штука. Так, теперь мне нужно с помощью инструмента Thicken, утолщения, задать вот этому безобразию толщину. Пусть будет, ну это, конечно, много уже. Сейчас, наверное, подвиснет все. Fusion с этим справился. Так, нажмем ОК и подождем, когда получится у нас Solid Body. Итак, здесь можно точно такой же подход практиковать. То есть я использую Target Body и, скажем так, инструмент по обрезке. Делаю Keep Tool, нажимаю ОК, убираю, да, и у меня получился вот такой вот элемент. То есть все лишнее сразу, весь объем моего тела, он, скажем так, скушал его. Сделаю Move и, например, утоплю это все на минус 3 миллиметра. Нажму ОК и точно так же делаю Split Body, Keep Tool. Так, только наоборот всегда отключу. И мы получаем вот такой вот, скажем так, такое распределение, массив повторяющегося элемента на искривленной поверхности. Хотя давайте, наверное, все выберу так сразу. F. И сколько мне там было? 3 миллиметра. Ну, пусть будет тогда 1 миллиметр с округлением. И нажму ОК. Итак, получилось в итоге создать вот такую поверхность с повторяющимся таким вот узором из углублений кругленьких. Единственный момент, что на виде спереди это будет правильно массив, да, то есть повторяющийся с равномерными расстояниями. Но если смотреть это как с привязкой к поверхности, то давайте вызову линейку, то мы видим, что здесь расстояние 17 823. Так, сброшу. А здесь уже 17 149. То есть расстояние, в принципе, между ними будет постоянно меняться, и будет зависеть это от, собственно, от самой поверхности, насколько она будет искривлена. Но вот, например, конкретно в нашем случае, вот с этой рукояткой, если бы здесь еще было бы, не было бы этих отверстий сквозных, а на поверхности мы бы хотели создать тоже такие повторяющиеся кругленькие углубления, то данный способ, я думаю, прекрасно подошел бы, и визуально это выглядело бы неплохо, и вот этого самого, вот это вот расстояние, скажем так, меняющееся, как я показал здесь, оно было бы не очень заметно. Вот такой вот интересный способ я хочу продемонстрировать, я даже продемонстрировал. Вот, на этом я данное видео буду заканчивать. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки. Вот такую штуку я уже создал, нанес на нее материалы. Просто вот на таком, скажем, более красивом варианте хочу закончить данное видео. Да, еще, кстати, заметил такой момент, что Fusion почему-то подтупливает иногда, и у меня летает в воздухе вот такой вот фейс. Причем я абсолютно не понимаю, откуда он взялся, потому что в телах у меня активно только 3 элемента. Первый, второй, третий.
И в скетчах все закрыто, и вообще никакой вспомогательной геометрии у меня нету. Но этот элемент в воздухе летает, выбрать я его не могу, убрать я его не могу. Не знаю, что такое произошло с этим, но, собственно, вот такой вот интересный глюк я наблюдаю в данном видео. Посмотрите, если у вас тоже какие-то интересные глюки возникают во Fusion, оставляйте в комментариях, очень интересно будет обсудить это с вами. На этом же я, наконец, данное видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание, желаю творческих успехов, подписывайтесь на канал, поддерживайте канал, может быть, кидайте донаты, если хотите. До новых встреч!